Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я расскажу вам о 10 самых лучших фильмов для новогоднего и зимнего настроения. В основном это очень теплые и светлые фильмы, но есть также некоторые тяжелые фильмы. Добавим их для разнообразия. Не забудьте поставить лайк этому видео, тогда больше людей узнают о классных русских фильмах. И прежде чем мы начнем, я бы хотел напомнить о том, что скоро закончится 50% скидка на мою подписку в Патреоне. Вы можете получить скидку в 50%, если вы заплатите за целый год. Это очень классное предложение, и оно ограничено во времени. Успевайте. Ну что, вы готовы? Поехали! Первый фильм называется «Ирония судьбы» или «С легким паром». Этот фильм 1975 года, и он воистину является культовым советским фильмом, потому что люди смотрят этот фильм каждый год, каждый Новый год. Это такая современная традиция, которая образовалась в 90-х годах. Это романтическая комедия о случайностях, судьбе и любви. Главный герой, Женя, отправляется с друзьями в баню, и он это делает каждый год. Но в этот раз что-то пошло не так, и он вместо того, чтобы вернуться в его квартиру в Москве, оказывается в точно такой же квартире в Санкт-Петербурге. Но эта квартира принадлежит не ему, она принадлежит другой женщине. И с этого начинается наша история. Фильм передает очень классную атмосферу такого типичного позднесоветского Нового года. Он наполнен юмором, трогательными моментами, а также песнями, которые знает почти каждый советский человек. Следующий фильм называется «О чем еще говорят мужчины». Этот фильм 2011 года. Это такая философская комедия, я бы назвал его. 4 друга, Саша, Камиль, Слава и Лёша, оказываются в такой ситуации, что они не могут выйти из офиса компании одного из них. А время уже вот-вот подходит к Новому году, и им нужно возвращаться домой. Но они не могут это сделать по определенным обстоятельствам. Поэтому они вынуждены сидеть в офисе, разговаривать о жизни и представлять разные смешные ситуации, фантазировать, философствовать, так сказать. Мне нравится такой формат, потому что я люблю тоже делать такие вещи вместе с моими друзьями. Этот фильм идеально подходит для изучения современного разговорного русского языка. Следующий это не фильм, это сериал, называется «Перевал Дятлова». Он вышел в 2020 году. И этот сериал основан на реальной истории, которая случилась с советскими туристами в середине 50-х. Они пошли в поход в Екатеринбурге, в горах, в Уральских горах, и там они пропали. Точнее, они не пропали, их обнаружили через какое-то время, и они были все мертвые. Что с ними случилось, до сих пор никто не знает. И в этом сериале повествуются, так сказать, варианты, которые могли с ними случиться. Как я понимаю, там нет никакой мистики, но есть довольно разные интересные теории, и он сделан в таком стиле нуар, я бы сказал, в какой-то степени. Если вам нравятся таинственные фильмы и загадки, то я вам очень рекомендую этот фильм. Следующий фильм называется «Вечера на хуторе близ Диканьки». Это фильм основан на повести Гоголя, одноименной, фильм 1961 года. Это комедия о рождественских приключениях, любви и волшебстве, потому что в этой истории рассказывается о кузнеце Вакуле, который влюблен в Оксану, и ради нее он решил отправиться в Санкт-Петербург на черте. Черт — это такое демоническое существо, и он на нем полетел. Он не совсем злой, он ему там будет помогать, конечно, и он решил отправиться в Санкт-Петербург, чтобы получить черевички
А черевички — это такие туфельки, потому что она их очень хотела. Вакула и Оксана, они живут в украинской деревне, потому что Гоголь был из Украины, поэтому он рассказывал о жизни этих людей. Так что если вам интересно смотреть фильмы об украинском фольклоре, о, так сказать, событиях, которые происходили в 18-19 веке, то я вам очень рекомендую посмотреть этот фильм. Следующий фильм, который я рекомендую к просмотру, называется «Морозко». Это сказочная история о доброй девушке Настеньке, ее злой мачехе и тех испытаниях, которые ей приходится преодолеть в лесу. Дело в том, что мачеха не любит ее падчерицу, Настеньку, поэтому она захотела от нее избавиться и попросила ее мужа оставить ее одну в лесу. Так и случилось. Они оставили Настеньку в лесу, и Настенька там замерзала, пока не встретила волшебника, которого зовут Морозко. Фильм стал классикой советского кинематографа, который обычно люди смотрят всей семьей. Это волшебная сказка. Следующий фильм называется «Серебряные коньки» 2020 года. Это романтическая история, которая разворачивается в Санкт-Петербурге в конце 19 века. Главный герой — бедный парень Матвей, который работает доставщиком на коньках, на льду. И он влюбляется в дочь богатого человека. И история повествует о том, как он становится воришкой, связывается с бандой и, в общем, пытается завоевать сердце этой девушки. Фильм замечателен тем, что в нем очень красивые декорации Санкт-Петербурга, очень классно передается атмосфера, такая дореволюционная. Вот. Но в то же время там есть какие-то важные социальные темы, поднимаются. Так что я очень рекомендую всем этот фильм. Я смотрел его, я думаю, 2 года назад, и мне он очень-очень понравился. Сериал, который я рекомендую вам к просмотру, называется «Слово пацана», и он вышел в прошлом году. Если вы не слышали про «Слово пацана», то вот я говорю еще раз о нем, потому что я уже упоминал об этом сериале несколько раз. У него, скажем, не самое новогоднее романтичное настроение, но все действия происходят зимой. И они, так сказать, напоминают нам о тех событиях, которые происходили в 80-х и в 90-х годах в России. Время довольно тяжелое. 14-летний Андрей живет вместе с мамой, конечно, без папы, как и многие советские дети. И он часто подвергается атакам хулиганов в школе. Но после какого-то времени он решает присоединиться к ним и тоже становится хулиганом, но, как они называют это, пацаном. И слово «пацана» — это слово чести. То есть, если пацан что-то сказал, он должен это сделать. Сериал довольно тяжелый, но он показывает о понятиях чести, дружбы. И та атмосфера Казани 80-х передана с большим вниманием к деталям. Многие люди сейчас смотрят, и у них случаются флешбеки. У меня тоже такое есть, хотя я и не жил в Казани в 80-х, но я жил в Иркутске в 90-х. И что-то немножко напоминает этот фильм. Следующий фильм, который я рекомендую вам к просмотру, называется «12 месяцев». И этот фильм был снят в 1956 году. Это советская экранизация известной сказки Самуэля Маршака. Добрая и поучительная история о волшебстве, дружбе и справедливости. Дело в том, что капризная принцесса захотела себе подснежников в январе. Подснежники — это такие цветы, которые обычно появляются только в марте. Но где же она может их достать? Она сказала, что тот, кто принесет, получит большую награду. И, как обычно, злая мачеха отправляет свою падчерицу в лес искать эти подснежники. Вот. И там она встречает волшебников 12 месяцев. То есть каждый из этих волшебников, он представляет 1 месяц в году. И они помогают ей забрать эти подснежники, эти цветы, и после этого она возвращается уже не с пустыми руками. Фильм наполнен добротой и волшебной атмосферой, прекрасно подходит для новогоднего настроения. «Карнавальная ночь» 1956 года — это советская комедия, рассказывающая о том, как молодые люди в Доме культуры готовятся к празднованию Нового года, но их довольно-таки строгий начальник не дает им праздновать этот праздник весело, а хочет сделать из него такой официальный, традиционный праздник. И это очень
сильно показывает о конфликте поколений. То есть то поколение, которое было поколением моей бабушки, в свое время тоже было довольно бунтарским поколением с какой-то точки зрения. И несмотря на то, что сейчас поколение моих бабушек и дедушек является довольно консервативным, но в свое время они были бунтари. И в этом фильме хорошо показывают это. Фильм наполнен шутками и атмосферой раннего советского Нового года, что очень сильно отличается от «Иронии судьбы». Там более поздний советский период или период застоя. Последний по списку, но не по значению «Зима в Простоквашино». Это не фильм, это мультфильм, и он довольно короткий. Но почему я оставил его на потом? Потому что это один из самых теплых и самых добрых мультфильмов, которые когда-либо я видел, посвященных Новому году. История рассказывает о мальчике, который живет в деревне с его котом Матроскиным и собакой Шариком, и они хотят праздновать Новый год. Но у них чего-то не хватает, и они пытаются решить эти проблемы вместе. Также потом приезжает туда их папа, мама, и они все вместе отмечают Новый год. Это очень добрая история, рассказывающая о взрослении мальчика, а также о теплых семейных взаимоотношениях. И, конечно же, музыка из этого фильма очень и очень запоминающаяся. Вот и все на сегодня, друзья. Спасибо, что смотрели это видео со мной. Не забывайте, если вы также хотите поддержать мой проект, вы можете перейти сюда по ссылке и стать патроном. Всего за 50% от стоимости. Это очень уникальное предложение. И, конечно же, я бы хотел поблагодарить моих супер патронов, таких как Лиз, Джоэл, Джош, Джефф и Мэтью. Спасибо вам большое за поддержку. До скорого, друзья. С наступающим Новым годом. Пока-пока.